Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ советская 8 левела, Прем ПТ-САУ Су-130ПМ. К сожалению, на сегодняшний день эту ПТ-САУ нельзя нигде приобрести, вот. Но иногда появляется на всяких сайтах, таких как Code4Game, и поэтому лучше заранее ознакомиться, а стоит ли ее брать, когда она вдруг резко появится в каком-нибудь разделе сайта, магазина. Вот, ну и полноценный гайд у нас сегодня обзор по этой ПТшке. Обычно мы идем смотреть бронирование, но в этот раз мы это тоже делать как по легким танкам, там по каким-то кустовым ПТ не делаем. И здесь мы тоже самое поступим так же. Бронирование корпуса в лоб 20, с борта 15. Тут даже говорить нечего. Там вот просто бумага, там нет брони. Поэтому сразу переходим к орудию. А орудие здесь интересное. 130 миллиметров пушка, 520 альфа, вот, 243 пробития на основном, 320 на голде. Да, заряжается на стойке 13,5 секунд. ДПМ 2300. Точность стоковая 0,35, сводится комфортно 2,3 секунды. Хорошая ли эта пушка? Очень хорошая. Хорошая точность, быстро сводится и приятная альфа с бронепробитием. По полевой модернизации. Во втором блоке облегченную ходовую. Точность увеличиваем в четвертом блоке. В пятом блоке штанговый перископ, чтобы к обзору нам немножко прилипло. И здесь тоже мы делаем на обзор второй слот. По оборудованию. Я поставил вот так, то есть всегда ставите досыл, а вот дальше можете там сколь угодно варьировать. Многие ставят в нее во второй слот просветленку, часто на нее ставят вентилятор, усиленные приводы наводки я даже видел, вот. Но в любом случае малошумку можно поставить. Я собрал, у нас открытый рубковый, вентилятор, как скажу. Значит, в два слота на выбор можно ставить просветленку, малошумку, маск-сеть, стереотрубы, улучшенный прицел, усиленный привод наводки, да даже улучшенный механизм поворота УМП. Что хотите, обмазывайте. Но самое главное, в основной слот досла. Я поставил стереотрубы и поставил прицел, чтобы точность пушки увеличить. Сведение у нее, в принципе, и так более-менее комфортно. По снарядам. Основной у нас ББХ летит 1030, голда летит тоже 1030, и это очень прикольно, потому что у нас голда кумулятивная, а летит достаточно быстро. По скорости полета снаряд все в норме. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, желательно автоматический. У нас 5 членов экипажа, у нас 2 заряжающих перки, вы сейчас видите перед собой на экране. С УВН у нас все минимально хорошо, минус 7, пушечка клонится. По ХП 1100, ну это кустовая ПТ, поэтому, да, это же не штурмовая ПТ. Вот, по мобильности вообще все, типа отлично, 65 вперед, 20 назад, 16,5 лошадей на тонну. Я говорю типа почему? Да потому что никогда она в жизни не наберет свою максималку 65. Максимум она там 50. 55 с горы, с какой-то просто отвесной скалы. 65 я на ней ни разу не видел. Это факт. И набирает она, кстати, свою максималку очень медленно. По незаметности. У нас перк незаметности только прокачивается. Вот у меня, да. И, соответственно, у меня 37,5% неподвижной машины. Но когда перк вкачается, поверьте мне, будет где-то в районе 40. По обзору на стереотрубах у нас 488 метров. Так что мы самодостаточная ПТ-САУ, которая может сама себе светить. По плюсам и минусам этой машины. ПТшка, в принципе, небольшая на самом деле. Она длинная такая, но она не высокая. И она такая узкая, но длинная. Это плюс. По поводу незаметности и выстрелов. Незаметность после выстрелов, здесь все ровно. Реально очень крутая незаметность после выстрела у машины.
ПТшка очень редко, ну, тяжело засветить, она прям вот такая засадная, незаметная, это плюс. По пушке плюс, за исключением, наверное, самый единственный минус здесь это УВН. Ну, минус 7 это некомфортно. Снаряды пробивные, быстро летят, а точность орудия, кстати, вот при такой сборке у нас 0,3. Ну нифига себе, 0,3 сводится 2,26, нормально. Так что плюс. По подвижности как бы плюс, но что-то как-то она на этот плюс не едет. По обзору при такой сборке тоже плюс. По броне понятно, вообще нет. Предлагаю уже отправляться в бой. Давайте глянем, что такое в бою за это ПТСАУ. Будем воевать. Едем. Так, попали на Малиновку. У нас обзор боем Су-130ПМ. Попали к 9-м левелам. Будем дефить базу, наверное. Ну уж точно гору занимать не поедем. Так, 8-й левел ПТСАУ советская. Премчик. Я бы даже сказал, не премчик, правильно говорить, наверное, акционный. Продажи ее нету. Хотя многие ее хотят получить, но, увы, нету. А у нас есть. Вот, у нас есть. Одна ЛТшка в бою. Угу. Сейчас под камень вот под этот встанем и будем струлякать. Подвижность меня на ней раздражает, единственное что. Ща как Блейн данет, то не. Пока по блондин. Так, аккуратненько. Выкатываясь, закатываясь. О. Ага, это кобра на воде там. ЦС-ку нашу пенетрирует. Ага. Кто-то сюда стреляет уже. Не знаю, в кого попадаю, нет. Да ни в кого не попадаю, урона 0 во вражеской команде. Я чувствую, гору-то мы просрем. У них вообще никто не светился. Ни разу. Эх, только снаряд зря тратим. Наши на горе что-то начали поддавливать, красавцы. Но наверху все обосрались, можно уже возвращаться. Гору мы просрали. Все, уходим отсюда. Наши все по нижней части играют. Их сейчас сверху просто обоссут и все. На горе кобздец будет сейчас. Надо было раньше ехать.
Все, гору все отработали. Блин, надо было раньше ехать. Че я там все сидел? Камушка. Ох ты, 95 фуловый отлетел. 6-7. Подвыровнялась ситуация немного. Но нас уже кобра поджимает. Да. А куда снаряд делся? Эх, шпаку можно было зарядить, но, увы. Но, увы. Противник в огне. Выехал хорошо, конечно, он. Поджег я его вовремя. Че, суммы у нас 1600 есть. Мало. Треху надо. Успеем ли мы трех? Вот. Кунзепанзер получил. Еще получил. Знатно. Знатно. Так, ребята, 2600 не стыдно. Переигрывать не буду. Какой есть, такой есть бой. Но зафейлил выстрелов прям прилично. Прилично. Нет, сушка мне определенно нравится. Порта работает. Где кабрита у них? Кабрита бы залепить было бы не кисло. Сейчас как арта мне залепит, будет не кисло.
Артоводы с ума сходят. Никак не успокоится. Ты гля. Мне уж тут страшно стоять. В ангар. Так, 3К дали сумму. Сойдет. Осталось только выиграть. Нет, мы, походу, не выиграем. Меня больше всего напрягает кобра. Где эта кобра? Не пробил. Уедет. Уедет. Так, отлетел. 11-11. Напряженный бой. Да, 11-12. Надо БЗ светить. Плюс, ну, стрелять здесь надо будет только отъезжать. Может, что-то да засветим. Да. Сложно будет. Но можно. Арта поднялась у них наверх. Стоит недалеко от БЗ. Я на всякий случай голду зарядил, чтобы БЗ уж теперь на верочку шлепнуть. Опа, кобра улетела. Отлично. Слили кобру. Вот уже дела хорошо обстоят. Может быть ничья. Сейчас они перестанут атаковать. И все тогда. И тогда все. Но БЗ я на один выстрел. Что-то мне не хочется принимать каких-то поспешных выводов. Вот это был супер выстрел. Просто огонь. Мы забрали сушку. И теперь у нас БЗ при поддержке арты. Но это жесть. Я не хочу ничью сводить. Я лучше еще настреляю, но погибну. Погибну, но настреляю, да. Правильнее так говорить. Я думаю, БЗ будет стоять, отыгрывать на горе. Ему это выгодная позиция.
Но это ничья. Ну ладно, что, мы суммы 3500 дали. Блин, у него хп-то осталось, фигня кусок. Убили. Не, арту мы не успеваем, 10 секунд. Никак. Все, ничья. Ну чё, хороший бой на 4К суммы. К сожалению, ничья. 4 фрага, сойдет. Вот такая-то сушечка. Очень приятное орудие, достаточно точное, мощное, пробивное. И ПТшка крайне незаметная после выстрела. Так что, ребята, ждите, когда появится за голду, за деньги. Берите, покупайте. Сушка должна быть, я считаю, в ангаре. Ничья. Второе место мы заняли по урону после Скорпа. Вот видите, 2 ПТ-САУ в топе. Начислили нам 125 чистыми, 83. И это при учете того, что мы еще стреляли голдой. ПТшка огонь. Появится где-то за продажу, всем рекомендую. По 5-бальной системе 4,5 поставлю ей. По оборудке иногда можно катать вместо стереотруб, ставить просветленку. Пишите свои комментарии, у кого уже есть такая ПТ-САУ. Для тех, кто хочет ее, может быть, приобрести. Иногда она выпадает где-то на каких-то ресурсах, типа Code for Game. Вот, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Я им говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.